Утро может стать как самой вдохновляющей частью нашего дня, так и самой унылой. Особенно если за окном серо, дождливо или и вовсе темно. В такие дни подняться с кровати, да еще и с хорошим настроением, бывает ой как непросто. И мне нравится мысль, что каждое утро это время начать жизнь снова. А значит, каждое утро у нас есть выбор, как именно провести этот день. Сегодня я не буду рассказывать про магию утра или о том, как просыпаться супер рано. Скорее, это видео про здравый смысл и заботу о себе. Несколько лет назад начался этот всемирный хайп о том, что нужно вставать в 4 утра, но, признаться честно, это вообще не моя история. Если вам комфортно вставать рано, класс! Но если нет, тогда скажу, что вы можете жить продуктивной, прекрасной, успешной жизнью, даже если будете вставать в 8, 9, а иногда и в 10 утра, как это делаю я. Я не фанат того, что утром нужно сделать 1001 ритуал, чтобы день прошел успешно. Медитации, спорт, дневник благодарности, утренние страницы, аффирмации, визуализации – это все, конечно, очень классные инструменты, но если выполнять их все и сразу, то так может закончиться и день. На самом деле есть ряд простых вещей, которые помогают утром взбодриться, проснуться после пробуждения и настроиться на прекрасный день. Эти практики я использую для себя и хочу поделиться ими с вами. Меня зовут Виктория Сидорович, поехали! И начнем с того, что большинство из нас делает сразу после пробуждения. Правильно, хватается за телефон и залипает в соцсетях. Выключив будильник, рука как будто бы сама тянется к телефону, открывает Инстаграм, ТикТок, кто что любит, и начинает там залипать. Такая привычка редко заряжает позитивом, так как там можно застрять, потратить время, разозлиться из-за этого. А еще можно увидеть что-то, что расстроит, и тогда настроение будет испорчено на все утро. Именно поэтому, если вы уже взяли в руки телефон, тогда я рекомендую открыть книгу, которую хочется почитать. И неважно, какая это будет книга, мотивационная или художественная литература. Главное, начните читать. Прочитав утром даже 3-5 страниц, вы уже будете чувствовать, что утро началось с пользой. Кстати, пишите в комментариях, какую последнюю книгу вы прочитали и которая вам зашла. Дальше переходим к шагу номер 2. И тут задача выпить стакан воды раньше, чем выпить кофе. Этот совет настолько заезжен, что можно даже об этом не говорить. Но знать и делать не одно и то же. Так что просто напомню, что утренний стакан воды – это правда то, что поможет чувствовать себя лучше. Выпитая вода натощак активизирует биологические процессы. Она изнутри и снаружи очищает организм, омолаживает его и значительно помогает чувствовать себя лучше. Дальше я рекомендую сделать 3 простых упражнения, которые помогут проснуться и взбодриться. Они разгонят лимфу, выведут лишнюю жидкость из организма, помогут в укреплении иммунитета, и как приятная плюшка помогут даже похудеть. Сначала мы делаем упражнение полумостик, его мы делаем от 3 до 5 раз, этого будет достаточно. Дальше мы делаем японскую вибрацию, или в народе ее называют таракашку. Это очень классное лимфодренажное упражнение, и его нужно делать от 1 до 2 минут, можно просто засечь и сделать. И последнее – это лимфодренажные прыжки. Тоже засекаем буквально 1 минуту и прыгаем, пока она не закончится. Кстати, первые 2 упражнения можно делать прямо лежа в кровати, но мне нравится встать, умыться, прийти на коврик и начать с этого день. А еще эти упражнения можно делать прямо посреди дня, если вдруг вам хочется спать, и вы чувствуете какую-то усталость, они очень классно бодрят. И вот теперь самое время сделать свой любимый кофеек и включить приятную драйвовую музыку. Особенно если встал не с той ноги, музыка поможет настроиться на нужный лад. Мне, например, нравятся вот такие счастливые подборки, они очень легкие, это музыка инди-поп, я оставлю ссылочку на них в описании к этому видео, а в целом у привычки слушать музыку есть научное объяснение, почему это так хорошо на нас влияет.
Говорят, что она действительно может снижать стресс и регулировать настроение. И одна из возможных причин этого процесса – это то, что песни повышают самооценку и уверенность в себе. В общем, очень удобно. Слушайте музыку и прокачивайте свою уверенность. Ну и еще есть другое объяснение, почему музыка так хорошо на нас влияет с биологической точки зрения. Доказано, что прослушивание музыки снижает уровень кортизола, гормона, который выделяется при переживании и любых стрессовых ситуациях. Именно поэтому очень здорово начинать с этого утра, потому что это поможет снизить стресс, если вы проснулись, там дождик, грустно, печально. Таким простым способом можно поднять себе настроение. Еще мне нравится зажигать благовония. Не могу сказать, что делаю это прям постоянно, но иногда это прямо помогает настроиться на рабочий лад. Ну и завершающий пункт нашего продуктивного утра – это планы на день. Я беру свой обычный блокнот и просто от руки выписываю туда задачи, которые мне нужно сделать сегодня. Пишу в план я не только рабочие дела, а и личные. Иначе есть вероятность просчитаться со временем, если записывать только рабочие. Так у меня было раньше, поэтому сейчас я не совершаю таких ошибок и вам рекомендую. Этот завершающий этап, он помогает окончательно проснуться и настроиться на рабочий день. Более того, сразу становится понятно, с чего начинать и что вообще ждет сегодня. И сейчас я не придерживаюсь никакой конкретной системы планирования, списка дел на день мне вполне достаточно, ну и еще и Google календаря, куда я вношу свои встречи и консультации. Так что я рекомендую начать хотя бы с этого, с выписывания своих задач просто в блокнот. Все эти простые привычки не требуют много усилий и времени, при этом они заряжают энергией, бодрят и помогают начать свой день классно. Поэтому попробуй эти простые практики и делитесь в комментариях, как вам, что зашло, что нет. Конечно, важно помнить, что все очень индивидуально. Да, эти практики простые и классные, они точно полезны и вряд ли могут навредить. Но, возможно, что-то из этого вам не зайдет, и это нормально. Поэтому экспериментируйте и ищите то, что работает именно для вас. И тогда вы сможете создать не только кайфовое утро, а и самую прекрасную жизнь мечты. Делитесь в комментариях, есть ли у вас свои утренние ритуалы, которые помогают, будет интересно посмотреть, и, возможно, это кому-то тоже будет полезно. Ставьте лайк этому видео, если было ценно, подписывайтесь, чтобы не пропускать новые видео. С вами была Виктория Сидорович, до скорого!